Друзья, понятное дело, что сегодня не составит труда вырезать человека с фотографией. Искусственный интеллект это может сделать с легкостью и практически в один клик. Но давайте этот вариант оставим новичкам. Сегодня я хочу вам показать, как можно это сделать прямыми руками на профессиональном уровне. Все манипуляции будем производить на этом фото, которое любезно мне предоставил мой подписчик и активный зритель Михаил Ниязов. К сожалению, не то чтобы в один клик, но даже в одну операцию убрать человека со снимка не получится. В первую очередь берем лассо и рисуем вокруг девушки выделения. Выделение делаем грубо, с небольшим запасом. Дальше идем в меню редактирования, заливка с учетом содержимого. В параметрах область пробы выбираем прямоугольная. В параметрах заливки цветовая адаптация очень высокий. Адаптация поворота нет. Масштаб и зеркало ставим галочки. Вывод в создать дубликат слоя. Теперь вот эту всю красоту в кавычках приведем к нормальному виду. Будем работать штампом, но не в обычном режиме, а в перспективном. Это нам позволит брать образцы с отдельных участков и переносить туда, куда нам это нужно, с сохранением перспективы. Чтобы понять, как это действует, посмотрите мое коротенькое видео, как правильно удалять предметы в Photoshop по всплывающей подсказке. Идем в меню фильтр, исправление перспективы. С помощью лупы приблизим место, с которым будем работать. Выбираем инструмент «Создать плоскость» и создаем плоскость, привязываясь к ровным линиям. Бордюр и линии плитки. Теперь эту область расширяем за средние манипуляторы. Увеличим область, с которой будем работать. Берем штампик и с зажатой клавишей Alt выбираем образец и кликаем по нему. Да, кое-что забыл. Увеличить жесткость и диаметр. Подводим к тому месту, которое нужно исправить, и начинаем закрашивать. Приступаем к наведению порядка на стене. Добавляем еще одну плоскость, теперь вертикальную, и повторяем процедуру. Здесь много мелких моментов, поэтому запасаемся терпением и восстанавливаем, меняя при этом размер штампа. Не забывайте менять образцы. Экспериментируйте. Бывает такая ситуация, что образец не подходит. В таком случае возьмите образец с другой области.
После того, как вы закончите с восстановлением, нажмите ОК. Иногда возникает такая ситуация, что остаются видимые пятна, которые отличаются по цвету. Это исправим обычным мягким штампом со сниженной непрозрачностью и нажимом. Теперь, являясь работодателем, вы сможете проверить профессионализм ваших работников, задав им такую задачку. А если вам задали подобную задачку на собеседовании, то вы с легкостью с ней справитесь. Надеюсь, урок был полезен. Если так, то поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь видео в своих соцсетях. Также вы можете поддержать развитие канала донатом. Ссылки в описании. С вами был Юджин. Увидимся!